Дивись, щоб гладили, глянь. Бач? Не хочете гладити, я вам руку сам, я голову сам подсуну. Мы сходим на океан, а то мы приехали, сутки уже прошли, мы так на океане не сходили с Андреем. И вообще там говорят, рыбу даже продавали вчера, мы так и не были. Они, ребята, приехали раньше, а мы приехали попозже, и они там видели, рыбу продавали. Вроде бы сегодня тоже должны продавать. Рыбаки местные заплывают, сети ставят, потом выезжают утром, сети чистят, назад привозят, и на пляжу кто есть продают. Мне нужна наживка, а я не хочу ехать в центр города за наживкой. Потому взял ведерко. Если найду устриц, не устрицы, они как-то по-другому называются, в общем, по-нашему мехижоноси. И если найду этих ракушек, то возьму. Они хорошая наживка, чтобы забрасывать в воду. А если нет, рыбу куплю какую-нибудь и на нее буду. Что ты будешь запускать? Смотрите, летает. Офигеть. Тренируется здесь, видите, центр подготовки и управления дронами. Да, боевыми. Полетел дрон на пляж с нами. Потом посмотрим с него камера, как он там снимает этот дрон. Так что кампинг классный, ребятки. Мы тут хорошо провели время с шашлычками, с винчиком. Ну, в общем, все как положено. День рождения праздновали. Теперь идем отдыхать по утряне на океан. Есть люди уже в палатках. Ну, не то, что уже сейчас не сезон, а еще в палатках. На выходные все-таки длинные. И немного народу, но есть. Ну, зато отдохнуть можно классно. Пока никто не мешает. Bom dia. Ai, pequeno. Bom dia. No hay nada para firmar, Leo. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A qué carnada usas? Estoy poniendo almeja, ahí te puse alguna panzudita. ¿Hay almejas? Probando ahí. Sí, almeja ahí. Как ты? Ладно, я пошел шукать наживку на завтра. Так, закатываем штаны и вперед за наживкой, блин. Ребята, это ж дело такое, иначе как рыбу ловить без наживки? А ехать в центр, покупать наживку, вдруг оно и не клюнет, лучше местную наживку взять. Так, это нет. Ну-ка, пройдемся. В сырой земле. И все, хватит. Копай еще. Мне не надо. Вот сейчас чуть-чуть воды добавлю, чтобы они как бы... Чтобы не пылить, не поднимать пыль, там, если сажать на землю, там, листву и что-то еще, лучше взять его на руку, то есть брать спереди. Если сзади захочешь взять, он поднимается. Датчики срабатывают. Вот. А так спереди взял его, и он автоматически выключается. То есть так удобнее. С руки запускаешь и с руки его останавливаешь. Потому что у него система охлаждения, и если будешь сажать на песок, то он забьется весь песком. Его надо будет потом чистить, продувать там и так далее. Это Mavic 2. Сверхлегкий, 250 грамм. Вот, это Mini 2 модель. Но сейчас их уже нет, сейчас уже Mini 3, 3 Pro, 4 есть уже. То есть модельный ряд, он же постоянно обновляется. То есть вот ему 4 года, вот он в идеальном состоянии. Вот. И для своих задач он удобен. Сколько снимает? 4К снимает, 4К 30 кадров в секунду, Full HD снимает 60. Второй дрон, который у меня профессиональный, он в 4К снимает 60 кадров, Full HD 120.
Друзья, смотрите, мы тут отдыхаем, когда сидишь среди друзей, не щелкай клювом. Только Света на секундочку отошла с кресла со своего, с подушечки, гляньте, он уже здесь, нормально, ничего никому не мешает. Кс-кс. Морду покажи. Он уже все, спать лег. Подушечка, креселко, попугай ему не интересует, он хорошо покушал. Вот такой у нас кампинг шикарный. Ну и я тут немножко с Винчиком сижу. И кот мне помогает. Вот. Все. Отдых. Вчера был день рождения, друзья уехали. Я, кот. Ну я же говорю, буквально за 3 секунды занял вот это все место. И ты сгонишь. Мяу. Ну да. Это классный кампинг. Ну, мы показывали мы много раз, но все равно покажу еще раз. Мы приезжаем сюда, думаю, наверное, больше 10 лет уже в этот кампинг. Сначала приезжали с очень маленькой палаточкой, потом нам понравилось, мы начали покупать большие палатки. Потом приезжали уже с большущей палаткой, потом купили еще комедор называется, то есть такую палатку 3 на 3, то есть 3 высотой, 3 в ширину, в длину, то есть такую объемную, которая открывается, остаются только сетки против комаров. Ну, в общем, такое летняя кухня. То есть ты ставишь палатку, где ты будешь спать, рядом ставишь палатку такую, где у тебя будет столики, стульчики, и все сюда. И быстро можно доехать, потому что трасса от Буэнос-Айреса практически до этого городка все время 130-120 разрешено. Дорога разделенная, то есть встречный транспорт идет по другим полосам. И очень удобно ехать, значит, быстро добираешься. Здесь можно приезжать с палатками, здесь можно приезжать с домиками на колесах, здесь можно приезжать. И если ты купил домик на колесах, тебе негде хранить, ты просто можешь в этом кампинге оставлять домик на колесах на хранение и потом приезжать. Если у тебя нет домика на колесах, но ты хочешь в нем пожить, ты можешь даже вот такой примитивненький снять. У них вот это вот кампинговские, они сдают в аренду, видите, они перетягивают с участка на участок. Это очень много птиц. Многие люди держат домики прямо здесь, потом машиной просто приезжают на выходные, открывают и пользуются. Вот как эти вот, видите, потом приезжают вот со своими мотоциклами, гуляют, отдыхают. 100 метров от океана. Очень много зелени. Это меня просто вот круто, что много зелени. Почему? Потому что в Аргентине жарко. И в Аргентине без зелени отдыхать, это просто вот без тени ты зажаришься. Соответственно, здесь участочки все между деревьями и в деревьях. Здесь стоят мангалы, здесь некоторые люди вообще очень сильно устраиваются, практически чувствуют, как свой домик для жизни берут и все, и живут. Так что рекомендую. Участки вот такого типа, смотрите, вот допустим Ивальник, и вот это один участок. То есть ты приезжаешь сюда с палаткой, выставляешь свою палатку, у тебя есть мангал, у тебя есть столик, ну, как правило, народы свои приносят, но стульчики, столики, мангал, эвкалипты, под эвкалиптами ставишь палаточку, вот как, вон палаточка стоит, вот мангал, столик, стульчик, смотрите, какие превосходные участки. И все они выделены, разделенные, то есть как, вот этими деревьями посаженными ограничивается, что вот это твой участок, у другого там другой участок, они все разграничены. Есть кампинги в Аргентине, наподобие там Лас-Грутас, городки на побережье. Вот у них там дерево, это его найти как в Узбекистане, знаете, или в Казахстане. Там его найти очень сложно. Во-первых, а во-вторых, ты заезжаешь в кампинг, ставишь палатку, просыпаешься, вокруг тебя еще натыкано прямо около твоих колышков еще куча палаток. И это, конечно, ну, нехорошо. Здесь нет, здесь все, вот участок, это твое типа. То есть, если ты взял, твой участок ограничен. Никто к тебе не придет и не поставит на голову тебе еще свою палатку. Птиц, сами слышите, орут, не дают как бы даже продохнуть. Смотрите, как некоторые устраиваются. Как дачка.
уже чистенько, все, он приезжает в машину сюда, оплачивает день, когда он стоит, но вот он уже, вот эти все его, ну, как бы уже оставляет на участке, платит за хранение и все. И это уже практически получается его дача. Видите, даже заходить неохота уже, хотя бы его даже, может, сегодня и нету. Ну, вот. Так что очень рекомендую, кто хочет на море, и именно любитель кампинга, вот смотрите, участки вот такие, ставишь свою, и все, то это очень-очень крутенько. У него 24 часа охрана, у этого кампинга есть, как вам сказать, он открыт круглый год. Это на океане отдохнуть, это 400 километров от Буэнос-Айреса. У него тоже есть камеры видеонаблюдения, полиция частенько посещает, смотрит, чтобы был порядок, Wi-Fi существует. Камеры видеонаблюдения, это не значит, что у вас на участках не будет приватности, у вас будут камеры. Нет, вот, допустим, камера, смотрящая в одну сторону, там камера, смотрящая в другую сторону. Здесь есть камера, смотрит на эту улицу, то есть на основные такие въезды, улицы, проходы. И все. То есть, конечно, где вы конкретно поставите палатку, там нет никаких камер. Вот это зона Wi-Fi. Вот у кого не затягивает Wi-Fi до его палаток, приходит сюда, садится, и здесь вот за этими столиками малолетки, дети все собираются. Вот когда сезон, сейчас не сезон, сейчас 1 мая, ну, уже 3 сейчас мая, то сейчас просто не сезон кампинге, но все равно люди есть, мы тоже здесь проводили свой день рождения, и другие люди есть. Вот администрация, если что, кампинг Nueva Atlantis называется, администрация, звоните по телефону, телефон я оставлю в этом, вот, смотрите, какая птица, дикая курица какая-то по столу скакала, оставлю в этом, в описании или в первом комментарии закрепленном. Смотрите, вот там 100 метров океан, то есть вот вышли и все. Когда сезон, здесь вообще просто круто, когда сезон именно. Почему? Потому что тут тогда еще работает ресторан, в кампинге есть ресторан, в кампинге магазин есть. А ну не сезон, значит ресторан закрыт, магазин закрыт. Но 4 квартала отсюда есть другой магазин, вот такие вагончики, они вот сдают в альтилер, то есть в аренду сдают, видите, вот такие, если что, все-таки двери закрыли, там шкафчики есть, матрасы есть, где спать, вещи ваши закрыты, не грязные, интересно. Но есть люди чисто с палатками любят, мы тоже так любим. Я решил пройтись поснимать, очень чистые здесь туалеты, вот есть место, где стирать одежду, очень чистые душевые, горячая вода всегда есть, то есть не по часам, а всегда круглосуточно. Круглый год, и очень много зверюшек, лисы. Ночью, да и днем, вот сейчас мы сидели, завтракали, лиса пробежалась, а ночью около костра мы сидели, просто было целое семейство лис, 3-5 штук вокруг нас крутили, чтобы мы им бросили что-то покушать, и не боялись. Вот люди тоже приезжают машинами, отдыхают, проводят выходные. Мы также приехали на эти выходные посидеть, немножко провести мой день рождения. Сейчас пойду на рыбалку. То есть я не из-за рыбалки приехал, а отдохнуть, потому и не спешу на рыбалку. То есть есть, когда ты едешь конкретно, все, рыбалка, рыбальские видео, все такое. А есть, когда ты едешь просто отдохнуть. Вот мы со Светой приехали просто отдохнуть. Нас посетили наши друзья, вчера они уехали. Сегодня у нас такой спокойный день, смотрите, когда не сезон. Но все равно на улице 22 градуса. Это превосходно, 22 градуса тепла. Вот в прошлый раз мы вот в том домике жили, здесь показывали, снимали стримы, делали. Теперь мы в другом домике живем. И еще таких домиков вот большой есть, вот там, вот мы там и поселились. Вон там в этом домике.
Diferente variada hay. Muchos cazones. Yo tengo carnada. Mira. Muy lindo. Mira cuánto pescaron. Gente ya está esperando para comprar. Muchísimo pescado. Por lo menos hoy trajeron pescado para la venta. Para la venta. Brótola.